Первый продукт – овсяные хлопья «Геркулес». Содержат в 100 граммах сухих хлопьев 12 грамм белка. Это 14% от рекомендованной суточной нормы для взрослого человека. Сразу важное дополнение. Мы не стремимся найти продукт, который содержит в 100 граммах 100% суточной нормы растительного протеина. За один прием пищи полноценно усваивается примерно не более 25 грамм протеина. Известно, что за один прием пищи полноценно усваивается примерно не более 25 грамм протеина. По этой причине в спортпите чаще всего мерные ложки рассчитаны на 25 грамм протеина, что соответствует одной порции для одного приема. И это причина, почему атлеты и бодибилдеры распределяют употребление белковой пищи, гейнеров и прочего спортпита в течение всего дня. Так что, если человек употребит, например, за раз 200 грамм овсяных хлопьев, он получит 24 грамма протеинов. Это больше, чем достаточно для одного раза, так как больше протеинов все равно не усвоится. Продолжаем. Гречневая крупа, ядрица. В 100 граммах содержится 13 грамм белка. Это 16% от суточной нормы. Далее. Горох сухой, цельное зерно, содержит 21 грамм белка или 28% от рекомендованной суточной нормы для взрослого человека. Номер 4. Фасоль белая содержит в 100 граммах также 21 грамм белка. Номер 5. Маш, бобы, содержит 24 грамма белка в 100 граммах сухих зерен. Это 32% от суточной нормы. Далее чечевица содержит также 24 грамма белка в 100 граммах сухих зерен. И, наконец, номер 7. Соя содержит в 100 граммах зерен 37 грамм белка. И это 39% от суточной нормы. Теперь возникает логичный вопрос. Какой растительный источник протеина выбрать? Это зависит, во-первых, от вашего предпочтения и вкусов, во-вторых, от цены продукта, в-третьих, от его доступности, в-четвертых, от состава минералов и витаминов продукта. Для одного человека это не имеет значения, а для другого, как, например, для меня, это имеет первостепенное значение. Например, если чечевица и маш одинаково содержат по 24 грамма белков, то состав минералов и витаминов поможет выбрать то, что нужно именно вам. Вот почему я разместил на картинках не только долю БЖУ, но и состав всех нутриентов. Возвращаясь к чечевице и машу, что лучше? Этот выбор должны сделать именно вы. Например, вы женщина. Часто так бывает, что во время месячных, после родов или из-за кровотечений у женщин падает уровень железа в крови, и, соответственно, его нужно пополнять дополнительно. Кстати, в мультивитаминных комплексах, предназначенных для женщин, часто увеличено содержание железа, чего нет в комплексах для мужчин. Так вот, смотрим на экран. Чечевица содержит 66% органического железа в 100 граммах зерен, а маш содержит в половину меньше. То есть чечевица хороша для женщин, которым нужно восполнить уровень железа. Но зато маш содержит 156% от суточной нормы витамина В9. Это фолиевая кислота. Вы точно слышали это название. Ее назначают всем женщинам во время беременности. То есть маш будет полезен тем женщинам, которые находятся на ранних сроках беременности. В общем, понятно. Выбирайте себе белковые растительные продукты согласно вашим предпочтениям, возможностям и потребностям.
Рекомендую внимательно еще раз просмотреть это видео и выбрать для себя самый подходящий продукт. А затем напишите в комментариях, какой продукт вы выбрали и почему.